Это не средневековый город, это его копия. И ее продадут вам как оригинал. И это далеко не первое, что тут продали, не спросив. 700 лет этот город берет чужое и продает. И сегодня мы посчитаем, сколько раз. Окей, смотрите, фасады как из учебника. Брусчатка, кораблик на флюгере. Все, что нужно для сторис, я в средневековье. Только вот в чем штука. Я хожу тут уже 5 минут и не могу отделаться от мысли, что дома подозрительно ровные. Ни один не отколупился, не осыпался. Для города, которому вроде бы 700 с лишним лет, это достаточно подозрительно. Слишком опрятно. Не находите? Я пока не знаю, права я или нет, но у меня есть вопрос поважнее. Смотрите, у этого города никогда не было ни своего золота, ни плодородной земли, а он один из самых богатых городов на всей Балтике. Так на чем же он поднялся? Я не готова верить туристическим табличкам, поэтому иду сама искать ответ путем того самого товара, который этот город озолотил. Погнали! Пока я жду заказ, маленький ликбез для себя и для вас. У Гданьска не было ни серебряных рудников, ни чернозема. Зато было одно очень удачное место на карте – река Висла, которая впадает в Балтийское море ровно тут. И этого хватило, потому что все, что сплавляли по реке Висла из глубины континента, физически должно было пройти через эту точку, прежде чем попасть в море, а значит, через руки местных купцов. То есть город не производил богатства, он просто стоял в правильном месте и брал свою долю с каждого, кто проходил мимо. Гениально и по-своему бесстыдно. Мне нравится. Идем смотреть, как все это работало вживую. Вот отсюда все начиналось. Зерно везли с территории нынешней Украины и Мазовии, грузили на плоскодонки и сплавляли прямо по этой воде сотни километров, неделями. А доплыв сюда, зерно не сразу продавали, его сначала прятали вот в этих зданиях, шпихлежах, средневековых складах. По сути, здесь товар просто ждал, пока купцы не выберут момент, чтобы продать подороже. Первая в истории игра на бирже, только с мешками пшеницы вместо графиков. А вот и главная звезда нашего сегодняшнего дня – Журавль, самый большой портовой кран средневековой Европы. Деревянный, работал на человеческой силе. Внутри люди буквально крутили колесо, как хомяки, чтобы поднять груз. И вот смысл этого крана в двух словах. Город настолько зарабатывал на перевалке чужого товара, что вложился в архитектурный шедевр, просто чтобы удобнее было это чужое перегружать. Так что это не памятник производству, это памятник посредничеству. Может показаться, что Журавль – это уже история, но нет. Все, на чем разбогател Гданьск 700 лет назад, никуда не исчезло, просто дерево заменили сталью. Тогда грузы поднимали люди, бегая внутри огромных деревянных колес. Сегодня это делают краны высотой с 20-этажный дом. Но смысл остался тем же. Через этот город по-прежнему проходит огромная часть торговли Балтики. Раньше здесь перегружали зерно, лес, смолу, соль. Сегодня контейнеры, автомобили, металлы, топливо, оборудование. Товар изменился, маршруты изменились, а вот бизнес-модель почти нет. И это неудивительно, прошло несколько веков, сменились государства, войны почти стерли город с лица земли, а его главное преимущество осталось тем же самым – очень удачное место на карте. Поэтому мне кажется, что сегодняшний город нужно воспринимать не как музей Средневековья, а как один из крупнейших портов Балтийского моря, через который ежегодно проходят десятки миллионов тонн грузов. После Кран-Кардио заслуженное пиво и, кстати, тоже часть этой истории. Всей этой системой, кто грузит, кто хранит, кто и почем продает, управляли не абстрактные власти города, управляли гильдией и патрициат. Это такой был закрытый клуб из нескольких десятков семей, который решал, кто в городе богатеет, а кто так и останется грузчиком у Журавля.
А пиво варили не потому, что обожали пенное. Вода в городе была настолько плохой, что пиво было безопаснее. Так что здесь не про аутентичность для туристов, а буквально про систему выживания. И вы, смайлики, сейчас можете помочь каналу выжить, нажав кнопку лайк и захайпить видео. А я буду вам очень благодарна. Смотрите, сколько тут янтаря. Его продают как местный, гданьский. Проблема в том, что добывают его не здесь, а за сотни километров отсюда, на Самбийском полуострове. Это уже территория Калининградской области. Добывают и на польском побережье Балтийского моря, в том числе на Поморском воеводстве, на Вислинской косе. Также собирают на пляжах после сильных штормов. Сам Гданьск никогда ничего не добывал, он просто обрабатывал и продавал, с наценкой, разумеется. Я не могла упустить возможность и не посетить этот музей янтаря. Он находится в Великой мельнице XIV века. Да, после войны ее пришлось восстанавливать. Но это не новодел. Большая часть средневековых кирпичных стен сохранилась. Получается, что музей расположен внутри настоящего памятника XIV века. И еще до начала экспозиции вас встречает необычный экспонат. Самый большой в мире цельный кусок янтаря. Он весит больше 68 килограммов и даже занесен в книгу рекордов Гиннесса. Правда, привезли его не с Балтики, а с индонезийской Суматры. Музей мне очень понравился. Он рассказывает всю историю янтаря. Здесь объясняют, как обычная древесная смола за десятки миллионов лет превратилась в янтарь. Показывают необработанные куски, разные оттенки, от почти прозрачного до насыщенного коньячного, и рассказывают, почему балтийский янтарь считается одним из самых ценных. Для меня самой интересной частью музея стали кусочки янтаря с включениями. Внутри можно увидеть комаров, мух, пауков и листья, и даже маленькие фрагменты растений. Это настоящие капсулы времени. Насекомые оказались запечатаны в смоле миллионы лет назад и сохранились почти без изменений. Но музей не только о природе. Гданьск был веками одним из главных мировых центров обработки янтаря. Сырье привозили сюда со всего побережья Балтики, а местные мастера превращали его в украшения, шахматы, шкатулки и даже предметы мебели. Поэтому Гданьск часто называют мировой столицей янтаря. Представьте, из прессованного янтаря делали детали для аппаратов переливания крови. Ученые заметили, что кровь на поверхности янтаря сворачивается медленнее. Из него делали янтарное масло, бальзамы, средства для обработки ран. И мне кажется, что музей янтаря и улица Мариатская – это, пожалуй, два места, которые помогают понять настоящий Гданьск намного лучше, чем многие другие достопримечательности. А если и этого не хватит, загляните в малую базилику Святой Бригитты, где находится один из самых необычных церковных проектов Европы. Работу над янтарным алтарем начали в 2001 году и продолжают до сих пор. Когда его полностью закончат, он станет крупнейшим в мире произведением искусства из янтаря, больше знаменитой янтарной комнаты. По проекту его высота составляет около 11 метров, а площадь почти 100 квадратных метров. И вышла из церкви я буквально ошеломленной. Еще одна, на мой взгляд, немного странная достопримечательность. Называется двор Артуса. Но, несмотря на название, король Артур здесь никогда не был. Здание назвали больше как символ чести и рыцарства. На самом деле здесь собирались богатейшие купцы Гданьска. Здесь они встречались, устраивали пиры, принимали иностранных гостей, а позже даже заключали торговые сделки. Ну, вы понимаете, по сути, это был средневековый закрытый бизнес-клуб. Если сегодня предприниматели встречаются на закрытых форумах или в дорогих ресторанах, то 500 лет назад они собирались именно здесь. А это дом, где родился Даниэль Фаренгейт. Да-да, тот самый, чья шкала температуры. Родился здесь и уехал. И всю карьеру он сделал в Голландии. Забавно, что большинство людей уверены, Фаренгейт был голландцем или вообще американцем. На самом деле он родился именно здесь, в Гданьске. Правда, тогда город назывался Данциг, а свою научную карьеру он действительно построил уже в Нидерландах.
И именно там он создал термометр нового типа и предложил температурную шкалу, которой до сих пор пользуются в США и еще нескольких странах. Поэтому каждый раз, когда американцы говорят, что на улице 86 градусов, речь идет вовсе не о жаре по Цельсию, а о 30 градусах по шкале Фаренгейта. Ни одного туриста, и немногие знают об этом месте. Артур Шопенгауэр. Та же история. Родился в этом доме, прямо за мной. Город его не удержал ни на секунду. Именно этот человек написал знаменитую фразу «Жизнь – это маятник между страданием и скукой». Не самое оптимистичное наследие города. Но самое главное, видите ли, закономерность. Гданьск словно давал миру стартовую площадку, а мировую славу эти люди нашли уже в других странах. И я надеюсь, что этот ролик станет хорошим стартом и для вашего знакомства с Европой. Чтобы не тратить время на поиски, я собрала видео по странам и городам в отдельные плейлисты. Просто выбирайте страну, открывайте нужный город и путешествуйте в том порядке, который интересен именно вам. Посмотрите, должна вам кое в чем признаться. Весь этот средневековый центр города вокруг меня почти полностью новодел. Город был разрушен практически до основания в 1945 году. То, что вы сейчас видите, реконструкция 50-70-х годов, а не оригинал. Так город выглядел в 1945 году. А так выглядит сегодня. Видите, красивый золотой дом. Его построил в начале 17 века Йоган Шпайман, мэр Гданьска. Один из самых богатых людей на тот момент города. Он хотел, чтобы дом стал самым роскошным на длинном рынке, и, похоже, ему это удалось. Хотя, конечно, это тоже не оригинал, а восстановленная копия. Над входом хозяин приказал разместить девиз «Согласие делает малое великим, а раздор разрушает даже величайшее». Для мэра богатого торгового города такая мысль была особенно актуальной. Теперь у вас уже складывается более полная картина. Так что можете официально записать в блокнот: зерно, которое город не растил, янтарь, который не добывал, мозги, которые не удержал, а теперь еще и история, которую не сохранил, а восстановил и продал как подлинник. Вы спросите, так почему так вышло, что город разрушали практически до кирпича? Да потому что за 7 веков это удачное место на карте хотели все. Тевтонский орден, Речь Посполитая, Пруссия, потом Советский Союз. Быть перевалочным пунктом выгодно, пока за тебя не начинают воевать. И мне кажется, город восстановили не из сентиментальности. Его восстановили, потому что без средневекового города туристам, по сути, нечего продавать. И вот тут я поняла главное. В этой цепочке зерно, янтарь, мозги, история. Я тоже товар, просто с картой в телефоне вместо мешка пшеницы. И вы, если сюда приедете. И самое смешное, город даже не соврал ни разу за всю эту экскурсию. Просто ни разу не уточнил, что из этого всего настоящее. Зерно, янтарь, идеи, история. Сегодня Гданьск. Про впечатления. Туристы, видео, фотографии, истории. Получается, мы с вами просто продолжили эту цепочку. Город нашел идеальный товар. Ну классно же, потому что зерно когда-нибудь заканчивается, а люди будут приезжать сюда снова и снова. И у меня возникает другой вопрос. Если сегодня главный товар города – туристы, насколько хорошо Гданьск вообще справляется с этой ролью? Удобно ли здесь путешествовать? Стоят ли музеи своих денег? Что здесь вообще действительно впечатляет, а что оказывается очень переоцененным? Именно это мы с вами, смайлики, уже тщательно проверим в следующем видео. Уже не как исследователи или философы, а как самые обычные туристы. Подписывайтесь, жмите колокольчик и до следующей пятницы. Пока-пока!